Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube канал. И если вы уже не первый месяц смотрите меня, то вы знаете, что сейчас речь пройдет про новолуние, солнечное затмение, которое открывает коридор затмений, да, который случится с нами буквально на этой неделе. Если же вы не хотите досматривать это видео до конца, вы уже все знаете, вы смотрите меня не первый месяц, большое видео, оно есть, да, вот здесь вот его прикреплю вам. Вы можете посмотреть на прекрасную природу, послушать снова меня, зарядиться энергией и начать продуктивно эту неделю, да. А все те, кто новенький, присаживайтесь поудобнее, я буду рассказывать вам про новолуние, которое состоится с нами 14 октября 2023 года. Поехали! Ну что, дорогие друзья, это новолуние особенное. Конечно, из всех утюгов уже говорится, что оно открывает коридор затмений, что это новолуние, это и есть солнечное затмение, которое случится с нами совсем скоро, да? Что ж такого важного, что ж такого кармического и рокового случится, да? Я не скажу, что очень много чего случится такого. У каждого знака зодиака свой путь, да? У каждого человека свой путь, да? Чтобы говорить обобщенно о всех, да, у меня для этого существуют вот такие вот ролики, которые как раз-таки 10, 15, 20 минутные, да, для того, чтобы вот обобщить про всех, да, про каждого в отдельности и индивидуально проходим вот сюда вот видео, оставляем свои дату, время, место рождения, и про каждого из вас, лично вас я расскажу, да, то есть как пройдет для вас это солнечное затмение, это новолуние, да, это новолуние пройдет как раз-таки в знаке весов, да, в очень дипломатичном, в очень таком спокойном знаке, знак, который любит все взвешивать, знак, который правильно подбирает слова, да, то есть в том состоянии мы с вами будем, когда мы будем думать о прошлом и будущем, когда мы будем взвешивать все шансы, все за и против, и то, что давно уже с нами случалось, то есть те события, которые откладывали на нас след, отпечаток, и наши действия в них. И точно так же мы будем действовать, да. На фоне этого, как раз таки в этот коридор затмений можно внедрить в жизнь все то, что вам давно хотелось, все то, что вы давно обдумывали, но не сделали. Переживали, волновались, стеснялись, хотели сделать и не сделали. Да? Как раз таки вот это новолуние открывает новый лунный цикл, который принесет в нашу жизнь очень много новых надежд, новых переживаний, новых событий. Для всех они будут разные, для кого-то они удачные, для кого-то не очень, для кого-то они трагичные, да. Те события, которые происходили буквально на этих выходных, в первых выходных октября в Израиле, они такие достаточно трагичные, но они никак не связаны с коридором затмения, они связаны как раз-таки с разворотом Плутона, да. Но про это будет большое, огромное видео, потому что Плутон будет разворачиваться и менять знак буквально в ближайший год, и это будет очень сложный для нас год, поэтому я вам всем говорю, что в високосному году необходимо подготовиться, да. И это новолуние открывает как раз-таки новый цикл, когда нам необходимо подчищать за собой хвосты, да, копаться в прошлом, доделывать старые истории, разбираться в своих партнерских отношениях, в своей жизни, всем том, что мы, как говорится, делили мир на черное и белое, да, то есть обеляли себя, очерняли кого-то других и наоборот, да, поэтому здесь как раз-таки это новолуние открывает новый цикл глубинных внутренних процессов, да, конечно, было бы классно, если бы эта внутренняя работа переросла во внешнюю работу, в вашу реализацию, да, для того, чтобы, жизнь наконец-то изменила русло и стала такой достаточно явной и продуктивной, да, потому что мы с вами грядем во времена, мы с вами грядем в эру Водолею, мы хотим туда дойти всем составом, естественно, каждый хочет прожить свою яркую, интересную, красивую, как бы благородную, да, благоприятную жизнь, обеспеченную жизнь, да, во всех начинаниях. И это на самом деле классно, если есть такое желание, да, потому что плохо, я еще раз говорю, когда желаний никаких нет, когда мы бездействуем, когда мы переживаем, когда мы не знаем, с чего начать, когда мы вообще ничего не хотим, да.
Так вот, как раз-таки это новолуние привнесет в нашу жизнь те самые процессы и желания, которые мы давно откладывали. Еще раз напоминаю, мои дорогие, что новолуние у нас произойдет в Весах, Солнце будет в соединении с Луной, в соединении с Меркурием, в соединении с южным кармическим узлом, и все наши прошлые истории, которые возникали с нами 9 лет назад, где мы повернули не туда, то есть вспоминайте, отматывайте свою жизнь на 9 лет назад, плюс-минус полгода, да, и смотрите, чувствуйте, что вы сделали, что вы не доделали, где вы предали себя, где вы предали кого-то, где вы отступились от себя, да, и этот как раз-таки момент очень важен, да, весь месяц будет это чувство вас одолевать, нас, меня тоже. Я точно так же прохожу все эти уроки вместе с вами, просто я вижу их заранее, да, как говорится, и я могу предупредить вас и сказать, что именно будет тогда-то и тогда-то, для того, чтобы немножко подстраховаться, подложить соломку, да. Поэтому, дорогие мои любимые зрители, месяц глубокой внутренней работы, потому что в этот момент еще Сатурн будет в оппозиции с Лилит, с Венерой, отношения с любимыми, отношения с партнерами, отношения с бизнес-партнерами, конечно же, наше желание повысить свой социальный статус, наше желание подняться, наше желание заработать больше, наше желание себя обеспечить финансово, материально, да, то есть все, что давно ждало нашего, как говорится, звездного часа, наше образование, да, которое мы закончили или же не закончили, да, то образование, которого нам не хватает для того, чтобы, например, получить тот социальный статус, да, вот оно время, когда, как говорится, был такой пик, когда все блогеры обесценили высшее образование, да, приходит 2024, эра Водолея, и намекает нам на то, что высшее образование, о боже, и вообще образование, знания, школа и школьная система, это оказывается важно, да. Так вот, дорогие друзья, да, это очень важно, и эти моменты будут вставать, кстати, у каждого на пути весь этот месяц, да. Меркурий будет очень активный, Солнце будет постоянно в соединении с Меркурием, и ну что хочу сказать, внутренняя работа, внутренние переживания, месяц, когда нам захочется, естественно, захочется и впасть в чувство вины, и в переживания, и стать жертвой, и разозлиться, и обнулиться, да, под конец месяца, как говорится, потому что вторая половина ноября, первая, точнее, половина ноября будет временем, когда нам захочется обнулиться, обрушить все связи. Ноябрь вообще будет сложный месяц, да, в плане того, что вы спросите меня, разве может быть месяц хуже октября? Ну, да, ноябрь сложнее будет месяц, чем октябрь, поэтому, дорогие мои, мы начинаем с вами новый лунный цикл, который будет, я бы так сказала, сложноватый. Обнуление, новые ситуации, в которых мы не сможем сразу быстро организовать себя, как минимум, свой труд, свою работу, организовать свою жизнь, потому что эмоционально месяц будет сложно. Ну а кто у нас эмоционирует? Мы все с вами люди, мы эмоциональные существа, да, поэтому весь месяц мы будем на эмоциях, поэтому начинайте действовать сейчас, с 20 октября прекрасное время для реализации своих дел в бизнесе, да, потому что прекрасное время, четкое время, когда мы еще можем быть хладнокровны для принятия ответственных решений, потому что с начала ноября, да, месяц будет такой эмоциональный, да, эмоционально напряженный, взвинченный, и сложно уже будет принимать хладнокровные решения, поэтому в первой половине ноября не планируйте, как раз таки будет убывающая фаза Луны, не планируйте каких-то взвешенных решений, это будет сделать очень сложно, да, во всяком случае во второй половине ноября вы возможно, обо всех решениях передумаете. Поэтому, дорогие мои, это новолуние будет
достаточно эмоциональным, да, захочется действовать, захочется внедрять, но я вас прошу в сам день новолуния как раз-таки подумать и переосмыслить все, что вы хотите сделать, и составить как раз-таки тот глобальный план. И начать внедрять. Вот здесь прикреплю видео «Астрологический прогноз на октябрь», чтобы посмотреть, каким будет октябрь по дням и когда это стоит внедрять. Если же у вас персональный вопрос, вы можете задать его под видео, либо же, если же у вас персональный вопрос, вы можете задать его под видео, либо же записаться на консультацию. Ссылочка есть в шапке профиля, поэтому, дорогие мои, не стесняйтесь, если у вас какой-то очень личный вопрос, и вы не хотите его освещать под видео, да. Поэтому я желаю вам прекрасного новолуния, я желаю вам прекрасных осознаний, потому что месяц, на самом деле, многие скажут, что будет очень сложный, ужасный, лучше бы его не было, но нет. Без плохих дней не бывает хороших, и этот месяц, этот момент нам для того, чтобы сбросить балласт, почистить свои шкафы, мысли, настроиться на нужные действия, и для того, чтобы реализоваться. Все, меня уже, как говорится, ветер раздул. Заканчиваю. Погода сегодня, как говорится, какой будет новый лунный цикл, такая и погода, да, поэтому совершенно не по графику сегодня погода, но она тоже нужна, да, зато смотрите, какие шикарные, красивые волны. Ну и что, дорогие мои, я желаю вам прекрасного нового лунного цикла. Он не будет простым, конечно же, нет. Все самое лучшее в этой жизни дается непростым путем. Да, дается с нашим максимальным осознанием, принятием и действием, естественно. Но новый лунный цикл настроен на то, чтобы мы действовали дипломатично, действовали активно и ни в коем случае не предавали себя и не предавали других людей, которые находятся с нами, как говорится, в одной лодке. Дорогие мои, действуйте дипломатично, не рубите с плеча, не обнуляйтесь на пустом месте. Одно дело, там, например, обнулиться с точки зрения закрыть какой-то проект, который уже, не дает никакого развития, да, но и то с него нужно вычленить, как говорится, все то, что необходимо, да, то есть извлекайте для себя пользу, извлекайте для себя выводы из даже простых действий, и будет вам счастье. Ну что, дорогие, я желаю вам прекрасного и как можно гармоничного прохождения этого нового лунного цикла. Он не будет простым, ну а как еще? У нас только так, как говорится, да. Увидимся, дорогие мои, в следующем видео. Прикреплю в конце для вас все ролики актуальные, которые можете посмотреть. Просматривайте большие видео, ставьте лайки, комментируйте, мне очень приятно. И обязательно поставьте себе колокольчик для того, чтобы вы получали уведомления о том, что у меня вышел новый ролик. Потому что я смотрю, некоторые даже вообще не видят и потом пишут мне, почему я не видела это видео раньше. Так бывает. YouTube вот такой у него алгоритм, ему необходимо подписаться на все уведомления. Ну что, дорогие, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, я была вам полезна. Оставляйте комментарии здесь снизу, я обязательно на них отвечу. И увидимся с вами в следующем ролике.